Господа, я рад вас всех приветствовать на этом замечательном пляже. Меня зовут Сергей Бабах. Сегодня я вам расскажу первую главу авторского рассказа «Идеальный донор». Этот рассказ написала Наталья Бутырская. Ссылку на нее и на ее творчество я оставлю в описании. Я желаю вам приятного просмотра. Мы начинаем. «Только не продавай свою ки», — шептала мне мама, бледнее с каждым вздохом. «Все что угодно, только не продавай». Я помнил ее слова, вспоминал каждый день, но продержался после ее смерти недолго. Всего полгода. А что мне было делать? Кому нужен худой подросток-неумеха с никчемным талантом? Всего 7% эффективности. Чуть меньше, чем нужно для поступления в школу, и чуть больше, чем нужно для признания инвалидности. Если бы я втянул хоть на 10%, то получил бы школьную стипендию, на которую смог бы покупать еду. Если бы эффективность была ниже 6%, то мне бы полагалось пособие по инвалидности. Тоже немного, но опять же, какие-то средства. 7%. Я до сих пор помню ужас на лице мамы, когда она услышала эту цифру, как приговор. «Может, это какая-то ошибка? Проверьте, пожалуйста, еще раз», — снова и снова просила мама. Я помню, как она протягивала руку, чтобы схватить проверяющего за полумантии, но потом прижимала к груди, боясь разозлить его. «Ошибки нет. Ваш сын бездарь на грани инвалидности. Скажите спасибо, что он хотя бы может очищать воздух перед собой». И магический символ печати с цифрой 7 вонзился мне в левое плечо. Я ненавижу семерку. Полгода после смерти матери я пытался найти хоть какую-то работу, но стоило мне только показать плечо, как заинтересованность на лицах сменялась брезгливостью. В грузчики принимали людей с эффективностью не ниже 18%, иначе как они смогут увеличивать свою силу? В мусорщике с эффективностью от 13% для устранения неприятных запахов и очищения поверхности от грязи. Даже нищим нужна была эффективность более 10. Без этого не получается бездействовать на жалость окружающим. Я пытался попрошайничать, но все нищие вокруг меня словно сговорились. Усилили нажим, и на них практически посыпался медный дождь. Только рядом со мной не упало ни монетки. Мне осталось только одно – продать свою энергию, свою ки. Я понимал, что даже если продам четверть своей ки, максимально дозволенный объем, то полученных денег не хватит на 3 недели, в течение которых я буду восстанавливать ее. Бедняки обычно продают ки только в качестве подработки или при разовой нужде в деньгах. Я же всего лишь пытаюсь отсрочить голодную смерть. Мне еще немного протяну, то просто не смогу выжить после продажи ки, так как буду слишком ослаблен. Почему мама запрещала продавать энергию? Все в городе знают, что это абсолютно безопасно и безболезненно. Более того, с 18 лет граждане нашей страны обязаны сдавать по 10% ки ежемесячно. На эту энергию и существует само государство. Интересно, каково быть главным советником? Я слышал, что в совет входят уникальные маги с эффективностью более 70%. Даже представить себе не могу. Каково это? Уметь колдовать с такой эффективностью, ведь потери ки у них ничтожно малы. Иметь эффективность более 50% это уже признак гения. У нас в городе такой результат был только у мэра и пары его чиновников. Я же при магических действиях теряю 93% ки. Кто может позволить себе такие потери? Поэтому я никогда не пробовал заемную ки, колдовал только на своей. «Добрый день. Вы впервые в центре сдачи ки?» Обратилась ко мне миловидная девушка в форменной белой рубашке. Рукава были короткими, и я смог увидеть на левом плече изящные цифры 21. Довольно талантливая девушка, она бы могла найти место и получше. Но, оглядевшись, я заметил, что у всех сотрудниц центра цифры от 20 до 27. Вот это у них требования к персоналу. Да, я впервые сконфузил я. Мне стало стыдно за потрепанный вид, но девушка по-доброму улыбнулась и пригласила следовать за собой. Мы вошли в крохотную комнату, где еле-еле уместилась кушетка и столик с кристаллами разной величины. Ложитесь на кушетку и расслабьтесь, скоро к вам подойдет специалист. Я послушно вытянулся и чуть не расплакался от давно забытого ощущения уюта. После смерти мамы я потихоньку распродавал имущество, чтобы не умереть с голоду. Кровать я продал на 2-й месяц, домик на 4-й. И вот уже более 8 недель я ночевал на улице, закутываясь в старую куртку и подобранные тряпки. Поэтому при мысли, что лежу на удобной кровати, мягко пружинящей под моим весом, на меня накатила такая слабость. «Мама, прости меня. Я не сдержал слова, но я так хочу жить». «Так, кто тут у нас? Ага, семерочка, понимаю», — раздался бодрый мужской голос.
Странно, что ты к нам впервые заглянул, ну, теперь, думаю, станешь постоянным клиентом. Я кивнул, не отрывая глаз, не хотел, чтобы он видел мои слезы. «Какой-то ты тощий», — продолжил мужчина. «Сколько думаешь сдавать?» 18 нет, значит, это добровольная сдача, а не обязательная. Объем можешь выбрать любой. От 5% до 25%. Тариф знаешь?» Я сглотнул и как можно небрежнее сказал: «Знаю. Максимум. Пожалуйста». Оно и верно, что по 3 раза бегать. К тому же при увеличении объема и плата больше. Хотя, что я рассказываю, ты ж уже не маленький, 14, верно? Я не выдержал и открыл глаза. Рядом с кушеткой стоял рослый черноволосый мужчина с пышными бакенбардами. Как и у девушек, на нем была рубашка с коротким рукавом. 34. Я еще никогда не видел человека с такой высокой эффективностью. Если бы у меня была такая печать, я бы тоже не скрывал ее. Он оценивающе осмотрел меня, потом перевел взгляд на кристаллы и забормотал: «Молодой, но не доедает. Рост небольшой, мускулов практически нет. Наверное, 3-й номер подойдет». И взял один из кристаллов. «Ну, 7, теперь расслабься и направь свою ки в точку между бровей. Умеешь?» «Конечно умею. Этому учат еще с 3 лет». «Вот и умничка. Если почувствуешь слабость или пустоту в районе солнечного сплетения, сразу говори». Я почувствовал прохладу между бровей и направил туда энергию. Возникло странное ощущение, словно кто-то вытягивал из меня воду. На мгновение я ощутил опустошение в районе живота, но сразу же пустой объем заполнился снова. Потом опять пустота, заполнение, пустота, заполнение. Мужчина оторвал нагревшийся кристалл и приложил новый. Через минуту сменил еще один. Что-то было не так, и говорил же, что сдающий получает кошель денег. Специалист — 1 светящийся кристалл. 1. Почему же у меня уже сменили 3 кристалла? Мужчина неуверенно спросил: «Парень, ты как?» Обещанной пустоты в солнечном сплетении я так и не ощутил. Более того, я вообще не чувствовал никакой слабости, но решил прекратить передачу. Что-то было не так. «Все. Больше не могу», — выдохнул я. «Хорошо. На сегодня достаточно», — бодро сказал мужчина. Но мне послышалась фальшивинка в его голосе. Я приподнялся на локте и успел заметить, что на столе лежат 4 переполненных кристалла, причем последний, который он едва успел отдернуть, был самым крупный, размером с ладонь. «Так, ты сдал много», — тут его голос дрогнул. «Очень много энергии. За это тебе полагается 108 монет». «У меня с собой столько нет. Я сотрудник центра», — еще раз осмотрел светящиеся кристаллы. Немного не рассчитал. «Вот 20 монет». Он вытащил маленький кошелек. «Подожди минуту, сейчас принесу оставшиеся». Специалист аккуратно положил полные кристаллы в отделение на поясе и торопливо вышел из комнаты. Я сразу же вскочил. Никакой слабости, словно из меня и не выкачали только что объем ки взрослого человека. Полный объем. «Мама, что это?» «Бежать. Мне надо бежать, я же идеальный донор». Ходили такие байки по городу про идеального волшебника, который умеет использовать ки на все 100%, и про идеального донора, который может восполнять ки быстрее, чем отдает. Но это же только байки. Как про таинственного мастера, который может увеличивать эффективность в благодарность за хлеб и молоко. Если про меня узнают, то запрут в темнице и будут бесконечно выкачивать энергию. Бежать. Я выскочил из комнаты и помчался на выход. 88 монет. Мне их хватило бы практически на 3 месяца. Было безумно жаль, но свобода важнее. Подскочив в приемный зал, я услышал посреди крики: «Держи его! Не пропускайте засранца!» Но было уже поздно, и я выскочил на улицу. Забравшись в бывший мне домом угол между ночлежкой папаши Джаня и оградой завода, я пытался перевести дух. Пробежал 10 кварталов, прошмыгнул через охрану синего района и пробрался по заковыристым улочкам серого. Было не так уж легко. Особенно если учесть, что я сегодня еще не ел. Да и вчера тоже. В руке я сжимал мешочек с монетами, которые дали в центре сдачи ки. Нужно было купить еды, но я боялся даже высунуть нос из-за досок. На вид они свалены беспорядочной кучей и закиданные полусгнившими тряпками. Но на самом деле там есть одна щель, пробравшись в которую попадаешь в небольшое пустое пространство. Там можно сидеть или полулежать, поджав ноги. Я почти привык спать, как собака, свернувшись клубком. Хорошо, что в последнее время я не рос, иначе бы не смог пролезть сюда. Я тихонько рассмеялся, закрывая рот руками. Надо же, нашел что-то хорошее в своем полуголодном состоянии. Не расту. Меня будут искать.
Меня точно будут искать, почему после первого кристалла я не притворился, что устал. Если бы я был аккуратнее, то мог бы каждый день сдавать ки в разных центрах, раскиданных по городу. Все равно же это анонимно. Но в глубине души я понимал, что все это отговорки. Рано или поздно меня все равно бы вычислили. Единственный вариант скрывать свою способность – это вовсе не становиться донором. Как и говорила моя мама. Точно. Она меня предупреждала, значит знала о том, что я идеальный донор, так почему же она не сказала? Почему не выкачивала из меня ки и не использовала магию сама? Почему работала из последних сил, пока не умерла от недостатка ки? Она не хотела использовать так своего сына? Но к чему это привело? К закономерному выводу. Нищая семерка не может выжить в этом мире. Меня будут искать. Что они уже знают обо мне? Знают возраст, статус, оборванец и печать. Много ли нас в городе людей с 14 лет с семеркой на плече? Достаточно обойти церкви печати и в серых и черных районах. На большее я точно не тяну. И выяснить, кто 4 года назад получил печать с цифрой 7. Имя, адрес, члены семьи. Все есть в их инфокристалле. С другой стороны, эти люди узнают мое имя. Узнают наш с мамой бывший адрес, но на этом все и закончится. Дом давно продан. Мама умерла. Я подался на улицу. Кто в сером районе интересуется чужим именем, тем более именем никчемного мальчишки? Правильно, никто. Но физиономия и плечо с ненавистной цифрой уже примелькались здесь. Ведь я почувствовал в двери всех магазинчиков, всех подпольных цехов, просился на работу и к мусорщикам, и к подземникам. И кто-то, возможно, приметил, в какую дырку я собираюсь на ночь. Да ради такого, как я, могут и полноценную облаву провести, перетряхивая каждый дом и каждую помойку. Хотя, зачем облава? Есть же поисковая магия. Я тут же покрылся холодным потом. Поки невозможно вычислить человека, так говорят на улицах. Может, врут. Но в центре сдачи ки я лежал на кушетке. Я мог оставить там пару волос или пот впитался в покрытие. Достаточно ли этого для поиска? В сказках о гениальном маге-поисковике Хао Шер с запредельным талантом 80% упоминалось, что он мог находить преступников даже по отпечаткам зубов на печенье. Мельчайших остатков слюны ему было достаточно для формирования заклинания поисков. Но на то они и сказки, чтобы все преувеличивать. А если сбежать? Сбежать из города? Я совсем не представлял себе жизни вне города. Конечно, я читал и слышал о бескрайних лесах, полях, реках и озерах, но как там можно выжить, как ориентироваться, как добывать еду? Тут за магически укрепленными стенами в лабиринте узеньких улочек серого района я хотя бы мог как-то существовать. Знал, где укрыться, где купить продукты подешевле и как зажарить кусок свиной кожи со шметками сала так, чтобы не выдать себя ни дымом, ни запахом. За стеной же, по слухам, бродят бесчисленные свирепые звери, и некоторые из них даже обладают собственной магией. Кто из детей не слышал сказки об огненной пустельге или о земляном черве? Между городами могут перемещаться только крупные караваны с сильной охраной, в том числе и из магов с талантом от 30%. Да, счастливые обладатели прирученных летающих зверей. В нашем городе таких всего 2. У мэра и у маг-министра. Пару раз я мельком видел огромного пушистого дракона, увозящего мэра в столицу. Зверя же маг-министра не видел никто. Только ходили слухи, что это серебряный нетопырь. А раз нетопырь, значит ночное животное. Поэтому маг-министр улетает и возвращается только по ночам. Как же за пределами города может выжить мальчишка с семеркой? Стоило мне только представить пространство, неограниченное стенами, домами, заборами, равнину, уходящую за горизонт, как меня начинало тошнить и потрясывать от ужаса. Я еще сильнее вжался спиной в доски, пытаясь выкинуть эту картину из головы. Лучше уж в доноры. А может действительно пойти и сдаться? Что я теряю? Меня будут кормить, поить, нормально одевать. Я буду жить в теплой комнате, обо мне будут заботиться, я буду постоянно сдавать ки. Ну и что? Нормальный вариант работы. Свобода? А зачем мне такая свобода? Из-за свободы у меня сводит от голода живот. Из-за свободы я сейчас сижу под грудой мусора. Я ведь могу поторговаться, выпросить прогулки или обучение, хотя кто будет слушать ходячие бесконечные источники? Что мне делать? Что делать? Я сидел в темноте и плакал. Мама, я не виноват, что нарушил твое слово. Я не хотел умирать с голоду. А сейчас мое отвратительное положение стало еще хуже. Всего за один день. Если бы я не был бесполезной семеркой, если бы было хотя бы 10, всего лишь 3% разницы. И тут меня осенило.
Да, эффективность всего лишь 7%, но ведь и энергии во мне хоть отбавляй. Даже если я буду выбрасывать огромное количество ки на ветер, то все равно смогу использовать магию бесконечно. Я развел руки и попытался зачерпнуть больше энергии для превращения камня в кусок хлеба. Да, это действие требуется около 10 единиц магической энергии. Столько ки потребуется с учетом моей эффективности. Пустое дно. Я не мог подсчитать, сколько единиц ки мне нужно. Мама учила меня читать, писать, считать. Но эти расчеты с процентами мне всегда плохо давались. Как же мне не хватало школьного образования. Привет, дружище. Спасибо, что заскочил на огонек. Надеюсь, тебе понравилась эта уютная история у костра. Поддержи ролик лайком и выскажи свое мнение в комментариях. Вторую часть не придется долго ждать. На этом я вынужден попрощаться с тобой. До скорых встреч. Не теряй свою ки.